Сегодня сравним костюмы из старой и новой Белоснежки, обсудим фильм, посмотрим, что же за ужас сделал Дисней. Я на днях смотрела фильм, и вот записываю для вас видео. Честно говоря, это очень плохо. Я не любитель Белоснежки, эта история не по мне, но я понимаю, что первоисточник, мультфильм, был достаточно хорош. Хоть это не моя любимая принцесса. По мне, Белоснежка эталонная — это из Шрека, где везде всех херачат просто. Но если касаемо фильма, фильм просто ужасен. Я смотрела все ремейки Диснея, и они по большей части были сносными. Я многое что им прощала, но в этот раз меня просто бомбануло, потому что это просто невыносимо смотреть. Единственное, что спасает — это злая королева, потому что она единственная, которая хоть как-то играет. И это я сравниваю с главной, скажем так, актрисой Рэйчел Зеглер, потому что если опустить ее высказывания, скажем так, то я, скажем так, не очень вообще мне нравится она как актриса, потому что я смотрела недавно, ну, относительно недавно «Голодные игры», последние, которая вот сиквел или что вот вышло, где она играла главную актрису, и там она мне больше всех не нравилась, потому что ее игра какая-то, ну, никакая. И «Белоснежки», я понимаю, что со всей ситуацией, которая около этого фильма сложилась, много чего там повырезали, но сама Рэйчел Зеглер мне, то либо у нее либо тупое выражение лица, либо она вообще как-то эмоции никакие не проявляет. И вообще, в общем, ей не идет этот образ совсем. В отличие от Галь Гадот, которая просто шикарна. Ну, Рэйчел, ну, скажем так, она очень усугубила, во-первых, ситуацию, а потом она, скажем так, высказывалась в промо-компании, и вообще вот эта вся ситуация. У нее были там такие, скажем так, замахи, то, что вы, мол, не смотрели еще «Белоснежку», почему вы это судите? Это лучший фильм Диснея. На самом деле, ну вот, когда промо-компания была, она вела похожего рода разговоры, а по факту, блядь, это жесть какая-то, честно. Я когда смотрела, рваный сюжет, вообще ни о чем. Как я поняла, они, если вообще, скажем так, затрагивать оригинал, в оригинале был такой косвенный посыл, что если ты злой персонаж, то внешне немножко неказистый такой, а если добрый, то более такой привлекательный, красивый. Там есть такой подтекст. И, в принципе, у диснеевских сказок такой есть подтекст. И это также, скажем так, это идет из разработки персонажей, потому что добрые персонажи, они такие более красивые, более такие круглые, а более злые персонажи, они такие игольчатые, немножко несуразные, с какими-то дефектами. Это вот именно основа идет из создания персонажей, сути персонажа. Тут у нас получается в фильме, что у нас злая королева, блядь, лучше внешне, чем Белоснежка. Белоснежка какая-то, ну, неказистая в плане внешности относительно персонажа. Не сама девушка, а именно по персонажу мы идем. И она добрая. То есть это как-то странно. Королева говорит все по факту, она прекрасно выглядит, да, она злая, но Белоснежка у нас, получается, внешне не подходит, она добрая, а по факту ничего сказать даже не может. Хотя мы и так уже понимаем контекст, но этого нету в фильме. То есть она там агитирует всех, а факты, почему она должна это сделать, не говорит. И была ситуация, когда они там уже ближе к концу, когда там королева ей дала нож, и она ничего с этим не сделала, такая, блядь, убила бы ее, если честно, королеву, и все было дело с концом. А тут как-то что-то странно, как-то все это разрулили, королева сама себя зеркалом прибила. Странно вообще. Ну, как бы посыл как-то странный, потому что вот то, что я до этого говорила, то, что сейчас в фильме ощущается, ну, просто они на внутреннее что-то, скорее всего, переключили, типа, королева просто злая, а Белоснежка просто добрая. А почему это так, вообще никак не объясняю. При том, то, чтобы они в промо-компании, это, блин, Рэйчел Зеглер, говорила то, что
скажем так, мы переделаем смысл, это все про типа а-ля феминизм и все вот это такое. На самом деле сцена с принцем в оригинальной истории, да, это немножко странно на нынешнее время, но там все окей смотрелось. Принц целует принцессу, все это так красиво обыграно. Ладно, есть в плане подтекста всякие претензии, но сейчас короче, принца нету, стал бандит, и бандит просто безоружную девушку в лесу целует. Это странно, если честно. Почему так сделали? Они хотели убрать этот условно посыл, а тукусом убили его. Но так же делать нельзя. Вы хотели что-то переделать, но по факту вы сделали только хуже. Это я еще не говорю о гномах, которые... Ну ладно, там гномы еще, ну окей, с натяжкой, они немножко криповаты, но вот то, что касается зверей, меня очень напугал олененок, потому что у него глаза на полбашки. Это, хотя все остальные животные реалистичные, зачем так делать? Ну, это, если вы делаете реалистичное, там, не знаю, как русалочки, там, блин, все рыбы реалистичные, это просто ужас. Ну, очень странно смотрелось. Тут они, походу, сделали более мультяжное, но стало только хуже. У меня этот олененок перед глазами стоит, но это не Бэмби, это как, блин, на зомби-оленя какого-то, мне кажется, смахивает. Ну, такие большие глаза по сравнению с головой. Ну, как бы, тем более, в целом олень не сильно пропорциональный. Меня очень это напугало. И вообще какая-то очень странная история. Вообще ни о чем. Смысл весь потерялся. Суть. Они суть потеряли. Зачем так делать? Ну, мне вообще не зашло. Кстати, по костюмам могу кое-что отметить. По костюмам там, ну, есть некоторые интересные идеи, которые мне понравились. Давайте дальше их обсудим. Начнем мы с Белоснежки, с костюма Белоснежки. Изначально, скажем так, в начале самом Белоснежку играла девочка, типа, мол, Белоснежка маленькая, в желтом платье. Окей, лаконичная, похожая на стилистику средневековую и вообще мотивы под средневековье очень, ну, как бы, к средневековью нас относят, но это также прослеживалось похожие мотивы в мультфильме, и в мультфильме также разработка костюмов была похожа, там вот такие моментики. Думаю, они вдохновлялись и тем, и тем. Тут средневековая Европа, скорее всего, да, Европа по большей части. Потом она, скажем так, после смерти матери, вот это все переживание, у нее костюм, ну, платьишко у девочки стало красное, хоть они целиком его не показывают, но тут, кстати, очень хорошо играет цветовая гамма, потому что если посмотреть всю историю, все персонажи, которые были, изменение цветовой гаммы, то есть изменение настроения путем цвета костюма. Особенно это похоже на массовки, то есть вначале они были радостные, скажем так, у них там цвета яркие, потом более тусклые, потом черные, потом опять яркие, в белые уходящие. Но это мы к массовке, когда будем разбирать, тоже я это отмечу. Ну, потом Белоснежка такая выросла и в том же красном платье. Хочу отметить, кстати, мне платье в основном красное, оно с орнаментом, типа относящее нас к королевской семье, то, что она приверженца, как я поняла. И этот узор у ткани, он на большой части костюмов их королевств, скажем так. Особенно те, кто королевских кровей, вот у них вот этот орнамент присутствует в ткани. Платье, ну, мне нравится, как у платья красного сделаны рукава вот такие веревочками, и это также обыгрывается спереди платья. Но вот эта рубашка, которая надета под платьем, вырез у рубашки мне не нравится. Цвет подходящий под красное, но вырез мне не нравится. Как, понимаете, там квадратный вырез у платья и у рубашки круглый. Это смотрится не сильно, ну, как бы хорошо. Какой-то вырез у рубашки должен быть чуть поближе к горловине и более квадратный, чтобы хотя бы ритмика сохранялась. Ну, одели, что одели, конечно, фартук в клетку. Я думаю, можно было, так как у нас принт идет цветочный на самом платье, да, он менее заметный, но тут квадратный, ну, квадраты пустили, смотрится не очень. Надо было, мне кажется, какой-то однотон, либо в мелкие-мелкие цветочки незаметные,
Ну, или как-то по-другому. Может быть, художники по костюмам, пытались нам, не знаю, к Англии отсылку сделать этим фартуком, но получилось не так хорошо. Поэтому я уже молчу о том, что внешность Рэйчел Зеглер, я вроде это уже говорила, что она вообще не подходит под Белоснежку. И я не про цвет кожи, я именно про черты лица. Эта прическа даже вот ей чисто не идет. Ну вот не идет ей эта прическа, ей вот этот персонаж не идет. Как отбирались вообще кастинг, было вообще непонятно. Но я не про цвет кожи говорю. Я именно про черты лица говорю. Даже несмотря на ее голос, вот это все, но что-то не то. Если мы вот этот наряд сравним с нарядом Белоснежки из мультфильма, там основной костюм, он коричневый, рубашка такая более серо-бело, что-то такое. То есть там, да, это более упрощенная анимация, но это какой год, простите. Но, скажем так, немножко поменяли дизайн. Я не думаю, что именно вот этот костюм брался за основу, потому что тут в фильме красный он, а там он коричневый, потому что в мультфильме ярче выражается пропасть между тем, когда Белоснежка была, ну, условно, служанкой, вот это все потрепанное, заштопанные вещи, как будто старые вещи. А потом она в более красивом платье, и это ярче, скажем так, разница. И анимация это очень хорошо передает это настроение. Например, показывает, в смысле, она была такая, а теперь такая. А непосредственно в фильме, ну, такого сильного контраста, настолько сильного контраста нет. Вот это красное платье, ну, как бы оно надо чуть приглушённее, мне кажется, было что-то делать, и чтобы оно вот затертое такое было, чтобы контраст показать. А так, как будто его и особо нету, если честно. Давайте посмотрим дальше. Она потом дальше по фильму, там опять, она в этом платье новом появляется, когда она идет в лес за яблоками. Платье, скажем так, честно говоря, меня порадовало. Давайте сравним платье, которое в фильме, и которое также мультфильм «Белоснежка». В «Белоснежке» в мультфильме было просто 2 костюма, а в фильме много. Я поэтому не все сравниваю, но в целом, думаю, будет понятно. В фильме мне нравится переработка платья. Этот воротничок аккуратненький, буфы, да, они сделали длинные рукава, тоже смотрится прикольно. Это все-таки переработка, надо не забывать. Верхняя часть, все, вот само платье у Белоснежки в фильме сделано классно. Если сравнить вот непосредственно с тем, что у них было в мультфильме. Но меня, честно говоря, некоторые аспекты не очень мне нравятся. Например, у Белоснежки в мультфильме была вот эта повязочка красненькая в виде, ну вот с бантиком красная. Можно ее было оставить в виде ободка или, не знаю, в виде заколочки какой-нибудь, потому что это такая отсылка именно к классике, потому что она всегда с этим бантиком ходила, как я помню. Это очень классно. Буфы сохранили. Вот мне не нравится в фильме то, что вот верхняя часть, она тупо отрезана от нижней, то есть сверху синяя, снизу желтая и с красными вкраплениями белый воротничок, но вот эта линия четкая, синяя, желтая, хочется ее смягчить. Из платья из фильма у нее спереди такой V-образный немножко выход. Я вообще, если было бы такой же V-образный выход у платья из фильма, было бы прикольно. На мой взгляд, это, в принципе, реализуемо. Да, чуть посложнее было бы шить, но тоже как... Это типа моя прихоть, но в принципе неплохо. Я, честно говоря, думала, что будет что-то похуже из костюмов. Если посмотреть, костюмов много из-за массовки. У самих главных героев не так уж много костюмов.
Ну и, в принципе, все выдержано. Потом она по ходу фильма, единственное, что изменялось, она надевала красный плащ. Прикольно, но это тоже некая отсылка, потому что в мультфильме тоже Белоснежка носила плащ, но плащ был не красный, мне кажется. Какой-то вот ближе к коричневому, он был более короткий, как я помню. А тут прям плащ, как у Красной Шапочки, как будто такой. Ну, тоже, ну, неплохо. Все портит Рэйчел Зеппер ее внешностью, честно. Если говорить про костюм Белоснежка, вот этот желто-синий костюм вообще, ну, по мне, 10 из 10. Да, с некими огрехами. 10 из 10. Минус, не знаю, 10 баллов. Ну, не знаю, 10 из 10, скорее всего. Потому что хороший костюм. Ну, все остальные, ну, плюс-минус. Дальше давайте пойдем по Злой Королеве. Ее играл Галь Гадот. Просто замечательная игра. Все классно. Вообще по костюмам тоже все шикарно. Вначале она приходит в замок как бы немножко в простом одеянии, она показывает магию, ну, скажем так, потом отсылает там отца. Все узнали, типа, что, мол, она злая. Далее у нее костюм, платье такое пайеточное, темное, украшение. Это корона. Эта корона офигенная, просто очень витражная. Вот эта корона классная. Это просто очень классный проработанный образ, классная переработка. Если мы сравним ее с костюмом из фильма, из мультфильма, то у Злой Королевы был такой воротник, он относит нас к костюмам готики, век не помню, ну, готика европейская, вот такая, вот эти воротники все. Это оттуда, скорее всего, взято при разработке дизайна, вот этот плащ, вот это все. Но первый костюм это такая вот платье, прям костюм переработан сильно, костюмом передан дух Галь Гадот, то есть он такой черный, это просто классный образ, ей все идет, эта корона классная. Потом у нее был более лаконичный, простой, скажем так, образ, там, есть, ну, уже с этим воротником, с этой брошкой какой-то, там камень большой зеленый, это, скажем так, у нее длинный такой плащ был. Все это так гармонично, честно говоря, смотрится, что как бы придраться не к чему. Тоже очень классно. Это классная отсылка к оригиналу. Костюм тоже очень хороший. Дальше, как я поняла, у нее был костюм, вот он мне вообще не сильно зашел. Этот плащ, имитирующий кристаллы, вот это украшение, это ближе к концу уже у нее такой костюм был. Но мне не сильно зашло, где-то 6 из 10 вот такое, потому что это хорошая отсылка, все грамотно сделано, все классно. Но можно было обойтись и без него, если честно. Потому что, ну, как-то не очень. Лучше бы классику оставили, потому что, ну, скажем, отсылку к мультфильму сделали, все вообще супер. По костюму Галь Гадот, ну, Злой Королевы, я скажу так, все супер. Они даже, где Галь Гадот в образе старушки, скажем так, ну, там костюм как бы черный, ну, что с ним? Она выглядит как топ-модель за 90. Потому что, не знаю, ей фейсап, что ли, сделали, после тоже в плане костюма, но придаться к нечему. Чего мы хотим от Злой Королевы-то? Когда она вот превратилась, они пошли ну, скажем так, то, что из оригинального мультфильма взяли, просто костюмы ее, вот 2 из них супер, 100 из 100. Отсылка к оригиналам есть, все есть. Как бы тут сказать нечего. Пойдем дальше по принцу. Скажем так, в мультфильме это принц. И также мы вот, скажем так, у нас есть отсылка к историческому костюму. Все прекрасно, замечательно, цветовая гамма все поддерживает. Все вообще супер. Там принц. У нас в фильме это просто какой-то чувак, который ворует, в лесу гуляет с бандитами. Ну, вот такое.
Это что я говорила, что меня бомбило, то, что они говорили нам на промо-компании, то, что мы уберем все вот это вот с поцелуем и вот это вот все, а по факту, блин, сделали еще хуже. Но в плане костюма этого гуляки, я просто мне почему-то это слово вот приходит, он, походу, вельветовый. И штаны, и непосредственно куртка. Просто не самый удачный выбор, потому что очень много сцен в лесу, и вот это все сливается. Он, короче, когда смотришь фильм, он сливается с задним фоном. Просто возьмите цветовую гамму с мультфильма. Он там, ну, у него другое немножко одеяние, они сделали посовременнее, но плащ-то хотя бы сделайте, чтобы фон от персонажа, контраст хотя бы был, потому что вот то, что они сделали, ну, блин, он и так нюня какая-то, постоянно с чем-то сливается, подкалывает ее там в фильме, по факту хрень какая-то, если честно. Но как бы еще сливается с фоном, и художники по костюмам не сильно по нему заморачивались. Промежуточный персонаж, чего ему там дали, что дали. Ну просто мне не нравится костюм, его проработка слабая, потому что если смотреть раскадровки и вот это все очень странно, потому что я прям скрины делала. Он у меня постоянно во время фильма, я пыталась сделать скриншоты, у меня постоянно сливался с фоном. Его нахрен нигде не видно. Единственный момент, когда он более-менее еще был виден, это в самом начале, когда его привязали к воротам. Потому что там было все серое, а он зелененький. И то, понимаете, какая ассоциация, что он, не знаю, мох на стене. Ну, это по цветовой гамме все очень странно. Как это вообще пропустили, не совсем понимаю. Давайте пойдем дальше по поводу гномов. Я скажу так. Мультфильм, он передает, скажем так, вообще создание мультфильма, персонажев, они с помощью анимации, рисунка передают характер персонажей. Если мы сравним их с CGI, который был в фильме, персонажи, если они делают упор на реалистичность, персонажи смотрятся как будто мутанты. Это смотрится криповато, вроде они на живого человека похожи, но и они криповаты в плане костюмов. Они не стали от оригинала далеко уходить, и по поводу персонажей тоже. Персонажи узнаваемые, но криповатые. Если сравнить пропорции головы Белоснежки и головы гнома, это смотрится очень странно. По поводу... Я думала, если честно, они сделали CGI, похожие на что-то из гномов в «Хоббите», потому что гномы в «Хоббите» характерные такие, вот прям они гномы-гномы, ты понимаешь, что за персонаж, что они делают. Ну, там практически живые актеры, конечно, но что мы хотим? Но в «Белоснежке», я думала, они CGI похоже сделают. Даже когда смотрела триллер, я такая, бля, зачем вы это сделали? Ну, это так уродско выглядит, ну, это вообще ни о чем. Как бы вообще не. Лучше бы сделали что-то, или вообще бы гномов убрали, либо, например, сделали, как в в «Хоббитах». Гномов, там они вот реально такие характерные. У них столько денег вбухано, у них были возможности, почему нельзя было это сделать, я вообще не понимаю. Дальше пойдем по родителям Белоснежки. Да, все костюмы, в принципе, отсылают нас вот такие средневековые мотивы, отсылают нас к оригиналу, но в оригинале их вроде не было, родителей Белоснежки, они просто о них тупо рассказываются. В принципе, ну, неплохо, лаконично. Что касается их костюмов, они не, скажем так, они по цветогамме какой-то средний тон приняли, хотя они отделяются от заднего фона, все хорошо сделано. В принципе, ну, не сказать ничего особо, в принципе, нормально. Их костюмы очень смахивают на костюм массовки. Давайте перейдем к костюму массовки, потому что там тоже есть что сказать, но я, в принципе, уже это затронула, то, что вот это с помощью цвета костюмов массовки передавалось настроение вдоль всей истории. То есть вначале все радостное, потом там более такая серая одежда, потом более такая яркая, ну, белая одежда, скажем так.
И, кстати, я не сказала то, что в конце у Белоснежки и у нашего бандита были костюмы, типа те же самые костюмы, только белого цвета. В принципе, неплохой вариант, но вот эта вся последняя сцена, это просто какой-то ужас. Типа, мне напомнила эту вечеринку «Пидити», если честно. Я понимаю, что это свадьба, все белое должно быть, типа, но это очень странно выглядит. Это первый момент. Второй момент, то, что у меня ощущение, что костюмы по дизайну взяты из ремейка «Белоснежки», где Белль там в городе гуляла, у них такие более такие деревенские или что-то вот такое одежда. У меня ощущение почему-то, что костюмы именно массовки взяты оттуда. Я не знаю почему, понимаю, там стилистика плюс-минус схожая, но как-то это... Если говорить в целом, костюмы в общей массе неплохи. Да, нету каких-то гипер что-то вот такого навороченного, но и, скажем так, в мультфильме, так он вообще первый у Диснея, как я помню, и знаю, да, это первый будет по принцессам именно у Диснея. У них простые, там вообще простая лаконичная рисовка, и чтобы хотя бы такую переработку иметь, вообще неплохо. Просто, если говорить вообще про фильм полная фигня. Просто неинтересно вообще ни о чем. Единственное, то, что вот мне понравилось, это вот часть костюмов. Ну, а так в целом проходная ерунда. Просто даже до этого «Русалочка» не была такой провальной, потому что там еще были сносные моменты, да, были криповые моменты, но в целом-то сценарий «Русалочки» получше. Но «Белоснежка» какой-то ужас, честно. На этом все. Спасибо, что были со мной. Прошу поддержать это видео лайком, а лучше подписаться, чтобы не пропускать следующие мои видео.